Дело было в обычной семье, которая жила в маленьком домике около густой тайги. Они были бедными, но сердцем богатыми людьми, которые всегда готовы были поделиться своим последним кусочком хлеба с теми, кто нуждался. Одной из особенностей этой семьи было то, что они регулярно подкармливали волков, которые жили в окрестностях. Иногда волки подходили близко к дому, но никогда не нападали на семью, зная, что они всегда покормят их. У этой семьи была прекрасная дочка по имени Варвара. Она была милой и доброй девочкой, всегда улыбалась и помогала родителям. Однако, одним несчастным днем Варвара заболела серьезно. Семья была в ужасе, они обратились за помощью к врачам. К сожалению, диагноз оказался ужасным, Варваре оставалось жить всего несколько дней. Эта новость была шоком для всех. Дни проходили, и семья предпринимала все возможные усилия, чтобы облегчить страдания дочери. Варвара была сильной, но болезнь оставляла ее без сил. Родители сидели у ее кровати, держа ее руку и молились о чуде. Они знали, что смерть придет, но были готовы справиться с этой тяжелой потерей. Одним печальным вечером Варвара скончалась. Сердца всех, кто ее знал, были разбиты от горя. Семья Вари и все похоронили девочку на маленьком кладбище недалеко от дома. Горькая боль наполнила их сердца, и каждый нашел свое спасение в молитвах и воспоминаниях о Варваре. Когда церемония погребения закончилась, после долгих и мучительных часов прощания, семья разошлась по своим домам. Их лица были исчерпаны и опустошены от боли, наполнявшей их души, и им казалось, что никогда не смогут справиться с этой невосполнимой потерей. Но внезапно, в угасающем свете заходящего солнца, они услышали необычный звук, который пробудил их из траурного оцепенения, рев волков. Этот неистовый, грозный звук пронесся над тихой ночью, проник в самые глубины их сердец, вызывая странные и мощные эмоции. Он был как прорыв из мира живых, напоминая семье о приходящей природной силе и вечном круговороте жизни и смерти. Этот звук стал символом их горя и одновременно знаком возрождения, который запал глубоко в их души, давая надежду на новое начало и силы восстановиться после потрясающей утраты. Все в семье ощутили, что этот рев волков стал особым, непостижимым связующим звеном между прошлым и будущим, помогая им бороться с болью и идти вперед, несмотря ни на что. Он стал частью их истории, запечатлевшейся в памяти, и даром, который они несли в своих сердцах, помня о своих ушедших близких и стремясь к просветлению и новой надежде. Подумав, что это может быть опасно, семья вышла из своих домов и направилась к кладбищу. Но они были поражены тем, что увидели. Волк, которого они часто кормили, стоял возле могилы Варвары и копал землю. Родители сразу поняли, что происходит что-то удивительное. Волк почувствовал, что Варвара все еще жива. Семья ринулась к могиле с неимоверной скоростью, и, к своему абсолютному изумлению и стремительной радости, они обнаружили, что Варвара действительно и совершенно настояще дышит. Врачи, оказывается, прогрешили и допустили огромную ошибку в своем первоначальном диагнозе, и она, против всех ожиданий, неожиданно и ошеломительно осталась жива. Это без сомнения было абсолютно невероятным чудом, о котором они не переставали мечтать и грезить даже в самых смелых мечтаниях. Семья обняла друг друга, проливая неистовые потоки слез счастья и благодарности, и поклонила голову в знак уважения и признательности перед величественным и инстинктивным волком, который предрек и предостерег от конечности исчезновения Вари. Веря в его непостижимый и неподражаемый инстинкт, они позволили себе восхищаться его удивительностью и стоической силой, которая спасла жизнь их близкой. Варвара вернулась домой, и семья была счастлива снова. Они поняли, что каждый миг жизни – бесценный подарок, и они обещали себе, что будут ценить каждый день, который они проводят вместе. Волк стал постоянным гостем у семьи, и они продолжали кормить его, несмотря на то, что теперь оба они и Варвара были здоровыми. Эта история о семье Вари и их девочке Варваре напоминает нам о том, как важно ценить и любить друг друга, а также быть благодарными за каждый день,
которые мы имеем. Жизнь полна неожиданностей, но семья Вари научила нас, что даже в самые трудные моменты надо верить в чудеса и никогда не терять надежды. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.